Еще до недавнего времени я понятия не имел, что в Калужской области существует усадьба, которая считается одной из самых старинных на сегодняшний день. Только представьте, примерно 400 лет назад была оборудована эта территория и возведен трехэтажный особняк, который по сей день поражает своей красотой и ужасающим могуществом. Как представлю, что когда-то здесь кипела жизнь. Менялись поколения, росли дети, проводились работы, строились конюшни и повсюду раздавались живые звуки. А сколько именитых хозяев поменял этот комплекс? Последним из них стал Илья Львович Толстой, сын нами известного Льва Толстого. Да и сам Лев Николаевич любил посетить это место. Почитав историю усадьбы, я понял, что в ней нет ничего паранормального. Но все равно мимо это место пропустить я не мог. В любом случае, здесь успели пожить сотни людей. И я почти уверен, что эта усадьба встретила не одну смерть. А значит и возможно то, что души умерших могли привязаться к этим древним стенам. Находится это место в деревне Дубровка. Это примерно 27 километров от Калуги. Взяв все с собой необходимое, мы отправились исследовать это место. Я хотел сам воочию увидеть все то, что показывают в интернете, рассказать вам богатую историю усадьбы и проверить ее на предмет паранормального. В общем, представляете ситуацию. Погода отвратительная, на улице лежит снег, мокрый, абсолютно просто мокрый. Идет дождь вот этот со снегом мерзкий, который ни одним зонтиком не спасешься. Мне кажется, нужно просто в какой-то пакет обернуться полностью, только тогда будет нормально. Короче, едем по трассе и понимаем, что капец, дождь, то есть не снять ничего на улице толком не получится, никакие подсъемы сделать, ничего. Подъезжаем к зданию, смотрим, я смотрю издалека и просто офигеваю над этим видом, он дико крутой. Воу. И вот здание. Вот. И вот. Тут много зданий. Я хотел найти один не памятник, а, наверное, больше там статуя. Мемориал, наверное, какой-то военный. Я, прочитав изначально в интернете, нашел одну информацию, что это какой-то пионер. И, мол, вот такой вот мемориал им воздвинули. Вот. В итоге, получается, узнаю уже потом в интернете, что оказывается это Зоя. И что самое интересное, тот памятник, про который я тебе говорил, находится за зданием. То есть на той стороне. Там вообще есть проход? Ну, через здание, я так понимаю, можно выйти. Ну и, в общем, мы подходим, и я понимаю, что памятника этого нет. Я говорю, скорее всего, он на заднем дворе. Давай проверим там. В общем, ищем памятник, который пионерскому коммунисту был сделан, поставлен, выставлен, не знаю. Вот, испанскому коммунисту вообще-то он был выставлен. Но, в общем, суть в том, что мы не можем его найти. Нашли зато старые качели. Очень странно. Очень странно. Мы начали искать вход. Мы смотрим, там стоят леса, потому что, опять же, по информации должны были это здание реставрировать. Смотрим леса, а смотрим, прохода-то нету. И окна заколочены очень плотно. Я уже подумал о том, что мы туда просто не залезем, но
какие-то ломать окна, палки, чтобы туда залезть, я вообще не собирался. Что там, что-то есть? Точнее, как пройти? Есть как пройти? В общем, мы обошли с одной стороны, получается, там 2 флигеля, и один из них был такой как бы открытый. Вот. Мы подходим к дверке, заглядываем туда, а там на глушняк завалено уже кирпичами. Вот. Хотели обойти еще сзади здания, а там кусты, в общем, толком не пролезть, да и все заколочено. Странно. А как туда пробраться-то? Очень странно. Как же люди туда проходят-то? Что мы делаем? Мы в итоге смотрим там, где леса, мы залезли только в 1 или в 2. Я смотрю еще 3, думаю, ну да, проверю уже, ну как бы напоследок надо. Вот, залезаю туда и смотрю, там дверь, и она просто приоткрыта как бы. Лезь теперь туда. Опачки. Опачки. Ух, еб... Ну ты понял, да? В итоге что? Мы подходим к дверке, открываем, и я понимаю, что да, вот он, вход найден. Опа. Как я уже и сказал, усадьба Дубровка была основана около 400 лет назад семьей местных помещиков. А в 1794 году Мансуров, сын основателя усадьбы, выстраивает на территории разные объекты. Главное трехэтажное здание, 2 флигеля, которые с ним соединены, парк, сад и искусственный водоем. Усадьба построена в классическом стиле, что делает ее по-настоящему красивой по сей день. Больше 200 лет назад Мансуровы владели усадьбой, но с 1840 года в ней часто стали меняться владельцы. Название сменилось на Дубровка. Кстати, говорят, что знаменитый герой романа Пушкина Дубровский назван в честь усадьбы после того, как писатель посетил ее. В 1901 году Илья Львович Толстой, сын Льва Николаевича, приобрел усадьбу и стал ее последним официальным владельцем. Писатель навещал сына и, значит, тоже неоднократно был в этих краях. У Толстых была большая семья, 7 детей и интересная жизнь. Они любили искусство, музыку, книги, занимались благотворительностью, даже несмотря на тяжелое финансовое положение. Счастливая семейная жизнь была прервана началом Первой мировой. В 1914 году вся семья уже жила в разных местах. Старшая дочь поселилась в Калуге, остальные разъехались по областям и за границу. В 1919 году усадьба была отдана государству. В ней обустроили школу-интернат для детей испанских коммунистов. Интернат проработал аж до 1994 года. Земля усадьбы в этот период была отдана под сельскохозяйственные нужды. Сейчас усадьба признана памятником архитектуры и имеет федеральное значение, а из-за принадлежности к семье Толстых считается самым молодым филиалом музея усадьбы «Ясная Поляна», расположенном в Тульской области. Несколько лет назад усадьбу подготовили к реконструкции. Место планируется под культурный центр или по-настоящему оборудованный музей. Но, к сожалению, годы идут, здание потихоньку разрушается, а к перестройке там никто так и не приступил. Надеюсь, что усадьбы все же займутся. Очень жаль, когда места с такой богатой историей начинают по-настоящему умирать. У нас с собой из приборов был ЕМП, это то, что мы использовали уже в Товарково, электромагнитные вот эти волны. Потом у нас была программа на телефон, которая определяла силуэты. Примерно это так. То есть мы будем отправлять куда-то взор в пустоту, и оно будет искать на предмет силуэта любого. Это может быть рисунок, это может быть кукла, это может быть на стене какой-то, вот он вот так запищит. Это может быть что угодно, что напоминает человеческое лицо или тело, руки, что-то в этом роде. Вот, поэтому еще проверим вот этими датчиками. Твою, Господи, душу матом. Охренеть. Блин, она очень большая.
Мы уже в эти, это флигели вот эти, да, как раз? И мы потом в них сходим. Мы, наверное, сейчас как сделаем? Пойдем общий дом посмотрим. Вот. Вот, посмотрим общий дом, а потом уже сходим по флигелям туда-сюда, по левому, по правому. Смотрим эту голову Ленина, и я не знаю, как вам объяснить, как передать, это обман зрения, то ли так нарисовано было, казалось, что голова как будто бы 3D. Такое ощущение, знаешь, что она трехмерная снизу. Ну да, кстати, было так, как на будто, самом деле она просто нарисована. как будто выпуклая, да. Слушай, ну я даже не знаю. Ну не, нарисовано, а по ощущениям... Нарисовано, а снизу смотрится, как будто это Да. трехмерное. Это точно. Поднимаемся на второй этаж, и я понимаю, что это одна площадка. Мы осматриваемся и думаем, пойдем к центру, посмотрим там сначала, завалено или нет, сможем ли мы пойти в другое крыло. Ты стоишь там, здание очень большое, а так как шел дождь и был снег на крыше, он мокрый, он падал, он по профлисту съезжал и падал постоянно. И он падал всегда как-то так не вовремя или вовремя, что постоянно пугал шорох, потому что мы только что-то затихнем, что-то такое, и тут бух падает. А ощущение было, что кто-то топнул, либо зашел, либо дверка снизу закрылась. Включи. Бухает это хил. Просто жестко. Я начал оборачиваться по сторонам, и тут вижу у Валька бешеные глаза, вот такие. И он мне кричит: «Стой!» или что-то «Эй!» И тут происходит такой момент, что я-то пугаюсь от того, что он кого-то увидел или что-то случилось, а он смотрит, что я чуть в дырку не провалился, которая была в полу, прям сзади меня, прям еще бы шаг, и все. Сверху. Блядь, я так напугал-то. Просто я вообще обосрался, он на меня так посмотрел, как будто призрака увидел. Что там может быть? Так, а тут что-то уже даже эти проемы дверные поменьше стали. Смотрите, здесь рост какой. И тут вот он, разница. Это какая-то подсобка для карликов. Это какая-то техническая. Еще меньше. Смотри, там большой проем. Да, и тут вообще карликовый проем. Тут какие-то трубы куда-то уходили. Ой. Стоп. А вот он и... Что за окно там? Прикинь, мы туда пройти можем. По сути. Что это такое, вообще не знаю. Лестница. Это мы как раз перешли вот в эту половинку, мне кажется, про которую мы говорили. Ё-моё, там чердак. Там чердачела. А вот он, да, получается, это в ту сторону. Это точно. Ну правильно, тут такие маленькие ветки, потому что маленькие, соответственно, сделаны пополам комнат. Ага. Второй этаж. Ну, по сути, здесь вот, одно и то же. То есть вот что там... В смысле одно и то же? Мы уже вернулись в эту комнату. В смысле? Нет, Валетик, мы не шли по кругу. Вот туда пошли? Мы вот... Ух, охренеть меня, все, я потерялся, короче. Оказывается, мы шли отсюда, вышли вот здесь, короче. Фу, блин. Просто у меня чуть ли не сломался мозг. Мы шли, вроде казалось бы, в одно направление и особо не поворачивали ни налево, ни направо. Я забыл, что мы повернули несколько раз, оказывается, и оба раза направо. И так совпало, что у комнаты, у одной, где мы проходили, есть еще и второй проход. И я когда вышел, я смотрю, эта комната одна и та же. Цвет один и тот же у комнаты. И рисунки в ней одни и те же. Но я не понимаю, как я вышел именно так. А тут совпало... и мне Валек говорит о том, что это одна и та же комната. И я сначала не верю. Типа, мы шли вперед. И тут бах, и я, понимаю, там, где я снимал ладошки детские,
Оказывается, они просто были на другой стороне. В общем, в итоге я просто офигел, когда прошел комнату по кругу и не понял. То есть немного бы заблудился. В основном просто комнаты там были пустые. И что-то много и долго снимать не было смысла, так как там нечего было прям показать. Ну, обшарпанные стены и все. Вот. И мы решили подняться максимально, куда ведет нас дорогу. Мы нашли лестницу, она вела нас на 3-й этаж. Получается, уже чердак. О, в натуре. Ну, я говорю то, что они пытались ее, по всей видимости, реставрировать. Да, тут уже такие, да? Подпорки, вот это вот все. Подпорки, вот это все, что здесь есть. Фотообои. Я их видел последний раз, мне было 5. Да. Березовый лес. Душа березки русская. Но все равно. Вот все равно задуматься. Понимаешь, я хожу и в основном разглядываешь же, да? Ты не задумываешься историей этого. А представляешь, здесь когда, блядь, реально бегали, блядь. Дети. Да, дети там, я не знаю, ну, прислуга, может, какая. Просто было охрененно. Ну, мне так кажется. Могло быть. В те времена, конечно, жить я бы не особо хотел. В 700 году, да, такое себе. Жить. Тут, короче, Ютуба не было вас, по чердаку, как лабиринт, можно куролесить. Офигеть, он длинный. Ну, в общем, в принципе, вы понимаете, да, как это выглядит сейчас обстановочка. Обстановка неплохая. Интересно, знаете, я там лестницу где-то вниз найду. А я, кстати, лестницу вот нашел. Валик. Слушай, а здесь еще, по-моему, выше ведет куда-то. Ну что, походу кто-то жил. Бездомный, в смысле? Ну да, походу какие-то. А, или дети тусили, слушай. Пивасик. Так, Саня убежал куда-то. Надо идти его искать. Ага, вон он стоит. Тут мы начали как раз думать о том, что нужно поснимать на предмет паранормального. Так, ребят, мы на чердаке, но пока что никого не видать. Опа! Опа. Но это он ищет совпадения, скажем так, какие-то. И вот впереди что-то ему показалось. Еще слышишь впереди. Так, ну тут особо ничего, я думаю. Опа, там обычная... Что ты? Что ты увидел? Мне кажется, ты брешешь. Да и там ничего такого. Опа! Попался, блядь. Главное дело. Так, ну вот походу мы прошли-то все-таки по чердаку к лестнице вот во второй этот, не? Да? Это Пойдем? лестница, которую... На стене что-то нашел. Ага. Мы увидели лестницу прям совсем на чердак. И я смотрю, а она завалена. И думаю, пролезу ли я с рюкзаком, с этим светильником, с этим совсем. Ребят, вот здесь еще, получается, заваленный, правда, коридорчик. Не знаю, что получится, нет, пролезть. Опа, получится, ребят. Тут что-то упало.
Такое ощущение, как будто здесь Джеки Чан занимался на своих вот этих, знаешь, бревно, которое с колотушечком. Блин, ну, как минимум я обязан это посмотреть. Бля, это как вот в самых страшных домах. Охренеть, ребят. Чердак, ну просто пушка. Знаешь, на что напоминает? Помнишь, перед нашим домом общага перед моим стояла? Вот она напоминает вот этот голубятник, короче. Какая-то здесь вот, видимо, воду накапливали. Резерв воды был. Так, ладно, спускайся вниз, здесь ничего интересного. Просто голубятник какой-то. Так. Потом мы решаем отправиться уже во флигеле. Мы начинаем искать спуск вниз и спускаемся в один из флигелей, получается. Хотя мне изначально показалось, что это какой-то подвал. Подожди, а тут мы... Олег, мы тут попрыгать придется чуть-чуть. Опасно, но... А, нет, нормально. Стоит. Все. Хоп. Такое ощущение, вот здесь такие, знаешь, служебные помещения как раз для прислуг, да, для персонала, потому что вот здесь похоже, вот здесь похоже очень на кухню, как будто, знаешь, здесь раздача какая-то была, отдача, не знаю, ну, знаешь, напоминает. Ну, может быть, да. Теперь, знаете, а вот в эти времена, в те, я имею в виду, не было лифтов вот этих вот. Кухонных лифтов были. Да, да. Ну, непонятно, здесь ничего похожего на него не было. Потому что это должен быть... Ну, если он будет, то он... А, подожди, а ну вот. Кстати, Ты думаешь, это лифт? похоже. Что я не верю. Похоже больше на просто коробку. А, нет, просто какая-то... Типа холодильника, что ли? Так что... Ну, лифты не так же выглядят, но хорошо. Блядь, смотри, какое помещение. Смотрите, какие потолки, блядь. Округленные. Так, ну это вот я в коридор мы и прошли. По сути, вон туда можно пойти посмотреть. Призраки этого места. Дайте нам знак. Сейчас я... Опа-на! А вот это была комната пыток, отвечаю. Люба здесь... Это комната допроса, вот что-то в этом роде. Так, сейчас мы... Слава тебе. Чуть, блядь, весь мой этот страх не упал в штаны, блядь. Может, ты упал в штаны. Ой-ой-ой. Четких каких-то очертаний не дает. Но я не думаю, что он здесь, конечно, что-то найдет. Это нужно либо, знаешь, оставлять ее, камеру, грубо говоря, да, там на долгое время, чтобы она стояла где-то в каком-то коридоре, может, не коридоре. Как-то. Вон силуэт волка. Ну, да, вон волк. Впереди. Да, волк. И что-то он его не хочет искать. Опа! Опачки, смотрите сейчас. Смотришь, я понимаю, что, скорее всего, он ловит ошкарябанные стены и ищет форму. Но он форму ищет, короче, не просто два глаза, например, лицо, а типа полного человека. Офигеть. Все, больше не ищет. И почему я не записываю вот так, идиот? Дождь, короче, шлепает вообще. О, еще вот.
Мне кажется... Нет, что-то там есть прям. Да, прям. Смотри, несколько. Не думаю, что призраки прям, тем более это ЕМП не особо срабатывает, да, если бы он появился, по сути, призрак, он должно и то было отреагировать, ну, типа, по-разумному, если подумать. Хотя, разве разумно даже говорить о том, что мы, блядь, увидеть должны призрака? Мы зашли в один из флигелей, и получается, там был тот самый завал, который мы смотрели, когда были снаружи. И упершись в него, поняли, что в самих флигелях там дальше ловить-то и нечего. Там просто они вот идут как отдельные, как будто маленькие домики, вроде соединены с собой, но они там между собой еще и камнями завалены. В общем, ничего такого интересного. Все, спасибо тебе, дом. Пойдем в другой. Думаю, дальше будет намного интересней. Дух дедушки Ленина, если ты здесь, дай нам знак. Вот и подошло к концу это увлекательное пребывание в особняке. Меня лично это старинное могущество очень впечатлило. Хотелось бы посмотреть на усадьбу после реставрации. И если такое случится в будущем, я обязательно ради любопытства съездию туда еще раз. Ну а впереди нас ждут еще немало старинных зданий. Пусть это будет какая-то усадьба, либо заброшенная больница, а возможно это будет заброшенный корпус одной из школ. Например, один из подписчиков посоветовал мне вернуться в Товарково еще раз и докопаться до одной ужасной истории. Мол, где-то около 30 лет назад в одном из корпусов его школы погиб мальчик. Но об этом очень мало сведений. Зато очень много слухов о том, что охрана там долго не выдерживала и увольнялась. Я думаю, что из этого может получиться очень неплохой мистический сюжет. Если ты так же, как и я, хотел бы докопаться до истины этой мистической истории, то обязательно пиши комментарии, оставляй лайк, подписывайся на канал, прожимай уведомления, чтобы не пропускать очередные интересные видосики. Ну а у меня на сегодня все. Увидимся с тобой совсем скоро. Ну а с вами был канал Крик. Меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет, он лишь в твоей голове.